Що говорив президент Байден? Він говорив, що він вражений тими реформами, тою боротьбою з олігархами, з коррупцией, яку веде президент Зеленский и команда. Я считаю, что вообще все, вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому я бы взял человеческую жизнь, поставил бы, вот наша цель. Сохраним людей. Привет, друзья! Очень многие просят делать видео подлиннее. Ну, сейчас есть повод, есть случай. Я очень попрошу вас досмотреть это видео до конца, оно очень важно. Недавно Зеленский на одной из пресс-конференций озвучил следующую мысль, и я уже об этом вам рассказывал. Эта мысль примерно звучит так. Когда его спросили, чем готова жертвовать Украина ради мира, готова ли Украина идти на какой-то компромисс, Зеленский сказал, ну представьте, примерно, недословно, представьте, у вас трое детей, вас просят отдать одного ребенка, как это так? То есть, следовательно, для него территории важнее жизнь людей. Я просто перевожу на более понятный язык. Это говорит Зеленский, который уже 4 года президент, его каденция приближается к концу. А послушайте, пожалуйста, за какого Зеленского голосовали вы, как он рассуждал тогда. Родился? Я бы, наверное, в будущем хотел. Главная на сегодняшний день проблема для Украины – это война. Сможешь ли ты ее закончить, если тебя изберут? И если да, то как? А давай порассуждаем. Да? А какие есть пути? Вот сколько ты читаешь, видишь, а какие вообще есть формы? Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной я вообще против, потому что я такой человек. Я, может быть, там жесткий, как руководитель в квартале, но я очень либерален. Я считаю, что вообще все, вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому я бы взял человеческую жизнь, поставил бы, вот наша цель. Сохраним людей. Поэтому любой вариант, мы туда пойдем, армия, я убираю. Экономику строить, правда? Раз. Второе, придется говорить. Ну, придется говорить, мы хотим, не хотим, через себя, хоть чертом лысым, готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Первый шаг – прекратить стрельбу и развивать свою страну. Теперь давайте разберем подробнее эту ситуацию, и я уже в 100-й раз озвучу свою позицию, а вы напишите в комментариях вашу позицию, это важно. Моя позиция заключается в том, что жизнь человека превыше всего. И забирать территории в тупую, в лоб у ядерной державы, где больной человек во главе находится, это одна история. Сделать жизнь такой в Украине и политически, дипломатически, или в России наступит развал какой-то, или то, что было у Пригожина, какой-то путч, воспользоваться моментом, это все совсем другие истории, чем обещание идти в лобовую. Да, я считаю, что не стоит ни Крым, ни Донбасс, сотни тысяч и даже десятков тысяч наших людей. Просто не стоит, потому что надо еще понимать, что будет после. Если Зеленский собирается управлять страной, если мы представим, давайте пофантазируем, вернули территорию, а он управляет так, как сегодня, и жизнь в Украине такая, как сегодня, так те люди, которые были на фронте, они же первые взбунтуются. И Зеленский должен это понимать. А если в голове что-то было бы правильное, то даже находясь, например, в сегодняшних границах, или дай бог, удастся вернуть там Запорожскую, Херсонскую область, Бердянск, Мелитополь, это был бы уже совсем другой разговор. Поэтому для меня речь не в землях, для меня речь в философии, концепции государства и в жизнях людей. Потому что жизнь людей, она бесценна. И если вы смотрели мой подкаст с Сергеем Любарским, который пользуется успехом, хорошие цифры показал, можно строить страну и экономически возвращать все территории, которые исконно принадлежат нам. Вот это именно тот путь, который я предлагаю делать. Для этого нужен частный военно-промышленный комплекс, полная приватизация, производство оружия, в сумасшедших количествах и технологичного, чтобы государство делало заказ у частных предприятий, которые размещены на территории Украины не только, успешная экономика, и чтобы все украинцы вернулись домой. Неосвоенных земель и так масса, плотность населения низкая, даже до войны была. После войны тем более. Вот такой еще есть путь. Но Зеленский до войны говорил одно, а подумайте, почему он так говорил у Гордона, чтобы понравиться вам. Потому что то, что он тогда говорил, действительно правильно. Но когда он уселся в кресло, он уже не может сказать по-другому. Именно поэтому видео называется «Цунцванг Зеленского». Потому что в чем Цунцванг, собственно? В том, что если он сейчас перестанет говорить про границы 91 года и начнет допускать даже в теории какой-то территориальный компромисс или там мирные переговоры, тут же из-за кустов выскочит Порошенко, Тимошенко и начнут кричать: «Людоньки, Украину Зеленський віддає Путіну».
Полное политическое поражение. И тут у Зеленского есть два пути. Первый путь – это умный путь. Просто-напросто не идти на следующие выборы, сделать все, чтобы закончить войну с наименьшими потерями. Ну тогда уже можно войти в историю, он выдержал все. И даже те люди такие, как я, которым он не нравится, вернее не он лично, а то, что он делает с Украиной. А таких людей много в Украине все-таки, несмотря на всю эту фейковую социологию. Это одна тема. В жертву принести свой рейтинг, да, это достойно похвалы будет. И второй путь, то, что они сейчас планируют делать, идти на вторые выборы, дальше продолжать гнуть свою линию, делать совершенно не то, что он говорил до войны. Почему мне не нравится управление Зеленского, если это можно назвать управлением? Моя аудитория знает, но если вы новый на канале, давайте последние примеры. Глава СБУ Баканов, бывший юрист 95-го квартала, друг детства Зеленского, который назначен на эту должность не по профессиональным навыкам и качествам, а, конечно же, исключительно на мафиозной такой основе, свои-чужие. Вот свой был назначен. Пришла война, ни одного выступления, пропал человек. Они там вдвоем с Зеленским инспектировали Херсон. Где Херсонская область, Херсон были и часть Херсонской области сейчас, вы прекрасно все знаете. Дело засекречено. Когда этот вопрос задают журналисты, Зеленский психует. И сейчас вот наступает момент, когда в прессе появляется новость, что господин Баканов получил корочку адвоката. Он теперь адвокат. По счастливой случайности он ее получил в один день с сестрой некто Татарова, о котором я рассказывал, который курирует всю судебно-юридическую систему в Украине. И защищает всю зеленую команду от любых проблем с законом. По сути, им подконтрольны СБУ, ДБР, и у них есть своя агентура в НАБУ, по информации «Украинской правды», которая сливает, если где-то запахнет керосином, чтобы заранее можно было договориться, все это потушить. Но это еще не все. Послушайте, какие факты об этом опубликованы. Пытаясь узнать, какие доказательства за год собрало следствие насчет причастности данных лиц к быстрому захвату россиянами Юга, журналисты выяснили следующее. Бывший начальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич не фигурирует в деле об оккупации Херсонской области. Бывший глава управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов не фигурирует в деле государственной измены. Это тот Наумов, которого, если я не ошибаюсь, в Черногории поймали с огромным количеством кэша. Экс-главу СБУ Ивана Баканова следователи ни разу не вызывали на допрос. Вот так вот, друзья. Значит, о чем это говорит? Никакого расследования, собственно, и не было. Отмазан очередной член команды Зеленского. Как все развивается? Друзьям все, врагам закон. Собственно, если вы не симпатик, не член команды Зеленского, вам, скорее всего, закон. Если вы, возможно, совершили даже государственную измену, стали предателем Родины, но вы друг Зеленского, все хорошо у вас будет в жизни. Новую партию, которую они планируют назвать ДИА, созвучно с приложением, которое они почему-то считают суперреформой, суперуспешным, ДИА, и партию эту планируют, по слухам, скажем так, возглавить Михаил Федоров, любимец многих, которого почему-то называют айтишником, озвучил следующую новость. На полном серьезе этот человек, молодой парень, который уже по сути стал соленым огурцом в банке, хотя заходил туда свеженьким огурчиком, он говорит, что как только мы вернем в Крым, в Крыму будут расположены кластеры, по примеру, Силиконовой долины. Я так это прочитал и хочу вам сказать, смотрите, что получается. Значит, в Крыму кластеры, надо вернуть Крым, триллион ВВП после войны, после выборов, украинцы вернутся после... Короче, все обещания, все после войны. Ну, после войны, в кавычках, это имеется в виду, только выберите меня на второй срок. И ладно, когда это говорит Зеленский, или совсем уже там зашкваренные персонажи, это говорит Федоров. Для меня он уже зашкваренный, но абсолютное большинство, 90%, все его обожают. У меня вопрос к Федорову и к Зеленскому. Скажите, пожалуйста, Зеленский президент с 2019 года. Украина огромная страна и без Донбасса, и без Крыма. Мало места для кластеров. Это все туфта. Знаете, где возможны, как они говорят, кластеры? И это вообще не работа государства, это работа частного сектора. А задача государства создать условия, и эти кластеры и в Шепетовке, и в Жмеринке могут появиться, если там будут условия. Такие кластеры возможны где? Где капитализм, где есть деньги и ресурсы, где честные суды, где корпоративное право. Вот туда съезжаются мозги, которые создают такие кластеры, создают стартапы, компании, технологии. Фондовая биржа существует, и все это взлетает, за счет чего живет экономика США, за счет привлечения инвестиций. Вот как это работает. А это все сказки белого бычка, пустые обещания для людей, которые не способны мыслить. И сейчас таких обещаний, поверьте мне, с каждым днем
будет все больше и больше. Теперь про зашкваренного персонажа, члена команды Зеленского. Министр обороны Резников заявил, что на саммите НАТО не звучало вообще слово «коррупция». Перевожу вам. Вы живете не в той Украине, в которой живет Резников. Он живет в Украине, где нет ни коррупции, ничего, шикарная страна. Вы живете, и я прожил всю жизнь в какой-то другой Украине. И очень часто, когда вы читаете или особенно смотрите видеоинтервью, ну это люди, они действительно живут в другой Украине. Юра Горбунов и эта команда, они живут в другой Украине. Потому что Юра Горбунов сейчас находится, по информации прессы, на территории США в роли ведущего. Он чуть ли не прикарманил $1 миллион на бездарные, скопированные с России сценарии про Поворознюка, СМТ, Ингулец. Юра Горбунов всю жизнь решал вопросы любые через вот эту вот гоп-компанию вокруг 1+1. Квартал. Им не блокировали счета, как вам, на них не наезжала налоговая, они были все далеко от этого, они не знают ваших болей и ваших проблем. Резников, естественно, тоже, поскольку он решал с опытом. И дальше Резников заявляет, Украина будет в НАТО в 2024 году сразу после победы. Резников еще вообще не знает, какие будут выдаваться бабки США для Украины, ни военный бюджет, ничего он не знает на следующий год и дадут ли вообще что-то. Но он уже делает такие популистические заявления. Почему? Потом, ребята, все потом. И Силиконовая долина у вас будет, и триллион ВВП, и все будет хорошо. Но только потом. Такой же еще один более важный персонаж, который всех этих Резниковых и подтянул. Глава офиса президента, зашкваренный, перезашкваренный Андрей Ермак, дал интервью, хотел сказать журналистке, это не журналистка, Соня Кошкина, которая сидела вне Украины. Теперь чуть-чуть ситуация леглась, она героически вернулась, продолжает обслуживать правящие классы, зарабатывать деньги. Вот послушайте, пожалуйста, только внимательно, что сказал Ермак, и напишите, когда прослушаете в комментариях, вы в такой Украине живете или вы в какой-то другой Украине живете, чем Ермак. Створити знову такий неправдивий і нереальний імідж нашої країни. Він інший, повірте мені. Сьогодні в позиціях світових лідерів, ось ми тільки повернулися. І повірте, я дуже чітко пам'ятаю, що говорив президент Байден. Він говорив, що він вражений тими реформами, тою боротьбою з олігархами, з корупцією, яку веде президент Зеленський і команда. Тому давайте дуже чітко про це говорити. Безумовно, багато ще справ. Да. Безумовно, але ми самі про це знаємо. Давайте повернемось в 19 рік. Президент Зеленський прийшов до політики, маючи все, для чого до того політики йшли в політику українську. І тому для нього, його мотивацією, як і багатьох членів команди, було саме реформування країни. Безумовно, не все трапляється і не все йде так швидко, як хотілося б. Але, вибачте, велика історія до цього. І неможливо деякі речі, це ж змінюється не тільки, треба поміняти якихось особистостей. Треба змінити інституції, щоб це не було, знаєте так, боротьбою конкретно з кимось. Треба змінити менталітет. Але багато чего для цього зроблено. О чем это говорит? О том, что человек не чувствует реальность, абсолютно без совести, но он это говорит, потому что знает, что очень большой процент, высокий процент населения находится в розовых очках и в эту дурь, в эту чушь поверит, потому что они уже прозомбировали через телемарафон, через ручных медийщиков. Вот как это все работает. Помните скандал, когда Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, сказал Зеленскому, что не надо так разговаривать с западными партнерами. Умерьте пыл, уважение какое-то проявите за то, что мы вам выделяем, ведите себя немножко по-другому. Зеленский огрызнулся, нахамил публично, так не принято в западном мире. Была острая реакция западной прессы и кулуарно на саммите НАТО западных политиков, об этом инсайдеры западные тоже писали. И тут случается просто такое, что у меня взрывает голову. Посол Украины в Великобритании Пристайко, я забыл сказать, он после этого на следующее утро появился на британском телевидении и сказал, что Зеленский так не должен был говорить, пытался сгладить углы. Это его работа как посла. Прошло пару дней, Пристайко уволен.
За что? За критику Зеленского, по сути. Хотя Пристайко в этот момент, я вообще не знаю, какой он персонаж, но то, что я увидел и услышал, этот человек делал свою работу дипломата, он пытался сгладить ситуацию, он работал в этом случае на Украину. Но он был уволен. Вот так работает демократия у Зеленского. И вот такое вот именно представление о государственном управлении у Зеленского. Кто не с нами, тот против нас. Мафиозный принцип. Два слова, но вы и так знаете. Министерство культуры заказало 50 фильмов-сериалов на сумму 400 миллионов гривен. Это там, где вот и Юра Горбунов зашкварился, и все. Потом Ткаченко написал заявление, уволился. Типа, хотя на самом деле, понятно, ему намекнули и сказали это сделать. Вот в такой Украине мы живем реально. Это вот эти реформы хвалил Байден по словам Ермака. Это, скажите, пожалуйста, вы себя, когда вот это слушаете и все смотрите, вы себя уважаете? Я надеюсь, что да. Но Ермак и Резников вас не уважают. Они считают вас за быдло, они разговаривают с вами как с быдлом. У вас каждый день в новостях коррупционные скандалы, мы все это видим и пропускаем через себя. Просто каждый день, не каждую неделю, каждый день по 5-10 штук. А они говорят, это нам, как там сказал Ермак, да они вообще в шоке, что можно во время войны делать такие реформы, в других странах такие реформы даже без войны не проводят. Делайте выводы сами, напишите комментарии. А Юра Горбунов посмел, не буду вставлять это видео, вы видели, посмел на 4 минуты записать ролик и рассказать, что военным нужны, оказывается, комедии, военным нужно там юмор. Я на стриме сказал, нет, военным нужны дроны, амуниция, вооружение и еда. Вот что нужно военным. То есть вместо того, чтобы просто залечь на дно, отказаться от этих денег, он еще попытался что-то там вякнуть. Спасибо вам. И вот так работает медиа. И для того я вас прошу подписаться на свой канал, поставить лайк и колокольчик прямо сейчас. И отдельно прошу, это тоже очень важно, телеграм-канал является продолжением этого YouTube канала. Подпишитесь на телеграм. Ссылка будет в описании. Прошло несколько дней, общество взбунтовалось, Горбунов отказался от этих денег. Да, это не изменение системы, но мы не Россия. Это там для Никиты Михалкова будут сотни миллионов долларов выделять, и эти рабы будут все хавать. Мы не россияне. И спасибо вам, что вы в соцсетях репостами подняли этот шум. Тоже на стриме говорил, но повторю для тех, кто не смотрит стримы или для новых зрителей. Только в тоталитарных странах выделяются деньги на кино, песни, патриотические сериалы и все остальное. Запомните раз и навсегда, это все чушь. В нормальных капиталистических странах и просто правильных странах это все делают частные деньги. Частные деньги. Максимум, что в этой ситуации может сделать государство, относительную безопасность обеспечить съемочной группе, как там некоторым блогерам, они это делают, те, кто близок к офису президента, чтобы люди пошли и сняли контент про наших героев. И это будет и так интересно, и наберет миллионы или сотни тысяч просмотров в YouTube, или даже можно это сделать как коммерческий проект, показать в кинотеатрах, заработать деньги и себе и на ЗСУ отправить. Вот в этой ситуации вот так было бы правильно. А выделять деньги из бюджета даже в мирные времена на это все туфта, запомните. Вот просто выбросьте себе эту мысль из головы. Кино это и культура, это частный сектор, это не государство. А у нас есть Министерство культуры, а культуры нету. Но кто вышел оттуда в разы богаче, чем зашел туда на должность, и так не бедным? Ткаченко и вся эта гоп-компания. І такі Юри Горбунови. Це нормально, що під час війни держава підтримує в тому числі серіальне виробництво. Так робили всі, в тому числі під час Другої світової війни, американці і британці, і там знімалося кіно. І не тільки за кошти меценатів, і не тільки як продукція, так мовити, яка може себе окупити, а в тому числі і відповідними відомствами, які розуміли необхідність створення такого продукту саме під час війни. Дозвольте уточнити. Ви сказали, що, щоб не чіплятися за самі лише комедії, ви сказали, що є близько 50 переможців. Це всі фільми будуть, не лише комедії. Про яку загальну суму йдеться, яку держава витратить на кіно? Наскільки я розумію, було подано заявок на, здається, біля 400 мільйонів гривень. 400 мільйонів гривень витратять на кіно. Дальше про реформы, о которых говорил Ермак, что нас хвалил Байден. Мариуполь сейчас не подконтролен Украине, к сожалению. Тем не менее, оказывается 9 миллиардов гривен, если я не ошибаюсь. Существует бюджет города Мариуполя, выделяются там какие-то деньги на трамваи, троллейбусы. Города нет, он не подконтролен. Он подконтролен оркам. Но у нас на него сидят где-то и выделяют деньги.
Вот это вот героические реформы. Это прямое воровство денег, я вам просто перевожу. То есть на бумаге существует, но вы туда не можете приехать. Это сейчас, на данный момент, не подконтрольный Украине город, повторяю. Но так как бы на бумаге все функционирует. Денежки, ручейки текут. И еще одна суперреформа. Шахов, помните, такой был чудак. Ну, вся пресса гудела, что он просто самый топ-обнальщик, один из топ-обнальщиков в Украине, депутат есть такой. Значит, он под свою схему попытался на замену сирен, слышите, на замену сирен 12 миллиардов гривен. Друзья, 12 миллиардов гривен. 300 миллионов долларов практически. Вы вдумайтесь, сколько можно дронов накупить пацанам на фронт? Сколько можно машин накупить пацанам на фронт? Нет, эти суки хотят сирены за 12 миллиардов гривен. Во время войны спокойно, перезашкваренный, супер зашкваренный чудак спокойно хочет такое протолкнуть. Резников сказал слово коррупция не лунала на саммите НАТО. Ермак говорит, да у нас тут просто слюна, просто будет, у нас реформы идут. Такого в Европе нет таких реформ, как у нас. Америка вообще отдыхает. Ну скажите, за кого они нас всех держат? Возвращаемся к теме, которую начали. Это было такое отступление, чтобы у вас была полнота картины, и вы не думали, что я какой-то просто хейтер. Нет, моя программа реформ опубликована, конкретное предложение. Часть этой программы можно было реализовать прямо сейчас, во время войны. Нет, они идут по пути другому. Распила на местах и распила на уровне центральной власти, которую я вам сейчас рассказал. Вот скажите, пожалуйста, ну вот вернули 91 год. И будет такое дальше происходить. Будет счастье вам, просто мирным жителям. А будет счастье тем, кто за это воевал, не дай бог без руки, без ноги остался. А будет счастье родственникам, чьи там родственники погибнут, ребята на фронте. А потом в новостях будет распил в Крыму, в Донбассе, выделил Запад деньги, распил, идет дело плохо, ой, не строится, ой, вот это, ой. Это будет от этого счастье? Или может быть счастье это и так на большой земле правильно жить, построить суперэкономику, строить самим вооружение, чтобы у Путина больше даже никогда в мыслях не было сюда сунуться. А дальше, и у всех остальных, а дальше, хотя, ну, кроме Путина, Лукашенко, желающих не будет, поверьте мне. Не верьте в эту дурь, которую там идиоты разные распространяют. А потом экономика, а потом в России все равно настанет крах, кризис. И многое изменится. Многое изменится. Такое уже в истории бывало. Мы жили с 2014 года без Крыма и без Донбасса. Но с живыми нашими людьми. Успеха не было. Знаете почему? Потому что президенты предыдущие и этот вот так рулили государством. Но на ток-шоу рассказывали те вещи, которые я вам сейчас говорю. Что нужно экономически, тогда люди сами захотят. Но вы же этого не сделали. Хотя говорили правильно. Да, именно вот так можно и нужно возвращать эти территории. А они хотят ценой жизни. Я категорический противник этого. Я категорический противник этого. Такой же, как до выборов своих был Зеленский, который, по сути, всех, получается, обманул. И сейчас там Зеленский в видеообращениях записывает, что вот коррупционеры, а там же зашкварились все. Эти Арестовы, тот на Мальдивах отдыхал, кум Медведчука Холодов вообще в Европе просидел всю войну, только на некоторые голосования приезжал. И он, да я сейчас с вами расправлюсь, с военкомом я расправлюсь, проверки. Ручное управление, режим Лукашенко включен. Нет, система. Что такое изменение системы? Это когда вы лишаете чиновника возможности принимать эти решения. Посмотрите мой подкаст с Павлом Себастьяновичем. Четко это обсудили. На местах нужно кому-то полная децентрализация, на местах нужно кому-то принять решение, что строить, или может быть вообще населению раздать свободные деньги в бюджете. В телефоне приложение, люди проголосовали и решили громада, что им нужно сделать, местная община. Вот вам реформа. А если мэр зашкваривается, таким же способом отозвали голоса, допустим 50% плюс 1 голос, и мэр пошел под суд и лишился своей должности. Вот это реформа. А Зеленский вам в очередной раз предлагает, сейчас я этих плохих и нечестных уберу, и хороших, честных вам поставлю. Пройдет 2 месяца, будем обсуждать те же самые скандалы. Вот, друзья мои, о чем я вас прошу задуматься. Зеленский себя загнал, благодаря своему окружению и своему непрофессионализму, в страшную ситуацию. Потому что они уже пообещали 91 год. Если это все продолжится, такие обещания, это не случится, общество уже это не примет. Повторяю, скажет то, что говорю я, вылезут Порошенко и Тимошенко, которым плевать на Украину, им главное, они, их политика и рейтинг будут Зеленского за это доедать. Хотя правильно было бы, наверное, поддержать, а потом уже на выборах по-честному сражаться, даже если Зеленский решит пойти.
Но самое умное Зеленскому просто дальше не заниматься политикой. Просто не заниматься и ни за кого не топить. Получилось так, как получилось. Его туда под дулом автомата и пистолета никто не направлял. Кто не знает, я напомню. В 2014 году Зеленский со своей командой юристов подавали документы на предвыборную кампанию президента. Потом они, видимо, покумекали, что тяжелая ситуация, как тогда им казалось, хотя он же не знал, что он такой, как сейчас окажется. Они отозвали и не баллотировались. Придумали сериал «Слуга народа», запустили людям, оболванили многих. Пришел президентом. Вот такие вот вещи творятся в стране при нем. Просто те, кто не знал, я это рассказываю. Поэтому я ничего не говорю. Для Зеленского сейчас нет хороших решений. Цунцванг. Куда ни станешь, шахмат. Все. Но в этом виноваты не мы с вами, не люди, не кто-то там. В этом виноват Зеленский, его окружение и дальше весь госаппарат. Он должен был прийти, сломать систему, гниль эту выгнать, все расчистить, перевернуть ситуацию, войти в историю. Сказали, будет война, США, готовься к войне. Было бы оружие, не дороги, Путин бы не полез. Максимум было бы, может быть, оживление там, где АТО, не погибло бы столько наших ребят, все было бы гораздо проще и лучше и везде. Нет, дороги строить, да что вы тут нам рассказываете? Он Блинкина высмеивал буквально. Я никогда это не забуду. Я в шоке, что можно... Я не фанат Блинкина, но я в шоке, что можно так себя вести с госсекретарем США, который тебя приезжает о войне предупреждать. ЦРУ предупреждала, все было нипочем. А теперь, Владимир Александрович, у вас просто нет хороших решений. Вы в ловушке собственного непрофессионализма, собственных неправильных решений. И ваше окружение вас топит дальше, оно вам создает теплую ванну. Надеюсь, может быть, случайно вечерком будете листать соцсети, наткнетесь на это видео, о чем-то задумаетесь. Вот и все. Поэтому, друзья, что бы дальше ни случилось, хорошего ничего не будет. Ну, просто мы ушли далеко слишком, все. Дальше только плохие решения, нужно только выбрать наименьшее из зол. Так как мы с вами на каждых выборах наименьшее из зол пытаемся выбрать, ничего не получается. Каждый следующий президент или мэр какого-то города хуже предыдущего. Вот такие вот дела. Всех могу только призвать думать, анализировать. Не верьте мне на слово. Все это факты. Проверяйте, пишите свои комментарии, как вы думаете. Думайте головой. И они готовятся к выборам. Я вам уже 100-й раз это говорю. Готовьтесь правильно голосовать. Снимайте розовые очки. Умнейте. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подпишитесь, лайк, колокольчик. Обязательно не забудьте про Telegram. Пока. Слава Україні! Ми переможемо. Команда президента.